Друзья, Большая Камбоджа приветствует всех вас. Всех вас рад очень видеть. Сегодня будет выпуск обо всем, нарезка воронежской жизни и как приготовить интересное новое блюдо. Сразу в одно я включил. И рыбалка наша на Воронежского водохранилища, его красоты. Плюс как мы с Тимуром ходили в зоопарк. Всем приятного просмотра. У меня вот появился личный водитель, который ведет автомобиль. У Эпи, кстати, нет российских прав, но зато у нее есть камбоджийские, они, кстати, действительны, и я уже ее вписал в страховки. Пришлось, конечно, доплачивать за нее прилично, но пускай тренируется. Как тебе водить? Стресс есть? Да? Эпи стрессует пока, но ничего. Пускай учится под моим строгим руководством. Просто на самом деле в России движение понятное, по правилам. Главное ездить и все. А вот в Камбодже, если вы смотрите ролики, в Камбодже, конечно же, хаос на дорогах. Вот так вот немножко люди перетираются. Да. Давай направо правее. Вот сюда. Да, друзья, в Камбодже, если вы знаете, то никто правил толком, соблюдают люди, там, конечно же, вот это вот самый страшный минус для меня в Кампучи, это дорожное движение, да. У нас, в общем-то, как бы ездят люди неплохо. По правилам все понятно. Разметочка, знаки. На красный здесь могут поехать, не знаю, в крайне редких случаях. Там в Камбодже на красный могут люди ездить. Там пока так. Надеюсь, там, когда придет, у них выбора нет, им нужно по-любому приходить к правильному движению. Просто что для Эпи сказать? Она привыкла ездить на скоростях, которые все-таки там, в Камбодже. А что у нас там 30 км в час скорость? Там все едут как хотят. Вот, а тут скорости-то такие нормальные, под 75 в городе, где можно там, соответственно, 75 едут, 75, 77. Вот, привыкают, пускай. О, одном из блюд, которое очень доступное, очень дешевое, здесь. Да, кому-то, возможно, это блюдо покажется странным, но в Камбодже и в Азии вообще такое едят. Смотрите, это значит свиная шкура с небольшим количеством жирка. Варится здесь, стоит вообще копейки, не знаю, 30 рублей стоит килограмм вот этого так называемых обрезов. Лучше, конечно, покупать, чтобы была большая шкура, значит, ставится сюда и варится где-то примерно минут 40 или час. Соль и еще добавляет, Эпи добавляет такого рыбного соуса для цвета и для запаха. Вот хозяйка куда-то, правда, ушла, вот она оставила, стоит так. Стоит еще вот так вот. Я вам просто, друзья, показываю, как есть. Вот, чтобы было интересно. Стоит. Потому что стоит 30 минут. Она его прекратила варить. Так, что она приготовила для этого, да? Там примерно килограмм, наверное, точно его, да? Вот смотрите, сколько чеснока. Это чили. Перец. И вот такой еще лайм. Так, значит, Эпи вот этот жир срезает. Это когда собакам, да? Да, собака отчаяна. Да, потому что будет, если такой будет сильный жир, как видите, это будет, короче, невкусно. Значит, так нужно будет это все срезать, чтобы чуть-чуть оставалось жирка, прям чуть-чуть. Вот это. Хотя не собакам, на нем можно что-нибудь приготовить. Да, можно сделать кукинг. Не хочется на этом жиру готовить. Вот. Короче, вот такой вот слой остается жирка небольшой. Уже вкусно, понятное дело. Так у тебя получилось, у нее на самом деле варенье вышло где-то вот сколько, час варила, еще потом оно стояло, где-то час точно. Эпи сказала, что чеснок нужно резать вот именно так. Потому что если порезать его по-другому, то будет вкус немножко не тот. Вот именно такими пластинками. Положить чеснок, чтобы был запах хороший.
Да, я бы сказал, что если покупаете, то лучше покупайте со спины, чтобы была шкура. Потому что если она с живота, то она более жирная. Чили. Ну, на самом деле, кто не любит чили, можно и не чили. Можно какой-нибудь такой перчик. Знаете, такой есть более такой удлиненный. Ну, такой просто он горький. Но больше он не такой, конечно, мощный, как чили. Вот, либо можно поменьше. Ну, хотя чили везде есть сейчас. Везде продается. Поэтому, ну, так как это любительница остроты. Ну, а прошлый раз, ты же вот такой вот клала перец. Вот смотри, в прошлый раз был вот этот. Почему сейчас ты этот не хочешь? Потому что, ой, Потому что с маслом? да, масло. Мне понравился вот такой, очень вкусный. Yeah, because this one fresh from this one very good, А you know. такой сухой, да, еще? Ты еще такой сухой чили кидаешь. Мы тут сможем есть-то? And for color, you see, for color, very beautiful. Красивый цвет. А еще сахарку, да? Да. Не совсем еще, да. Повар ищет тест. Чуть-чуть сахарку киданул. Вот она такая азиатская кухня. Без соуса, да? И это все теперь, да? Это все, да. Вот такой очень интересный рецепт. Сейчас уж попробую, скажу, как оно на вкус. Но она уже делала, кстати, это уже было. Я чему? Бабуста, я Поострее? Ойстер. Так ты же не одна будешь есть. Будь здорова. Спасибо. Или одна. Да, can eat. Все, можно пробовать. В общем, я уже попробовал чуть-чуть. Вот пробую еще раз. Прикольно. Но Эппи, по-моему, переперчила. Такая она прям через край пикантная история. Но, блин, ну вкусно. Вкусное блюдо. Так что, друзья, кому интересно, попробуйте сделать. И сегодня мы поедем на рыбалку. Вот меня тут ребята пригласили на рыбалку. Сейчас вот мы находимся на такой базе интересной. Здесь в Воронеже называется Чайка. Сейчас я покажу, как тут все выглядит. Здесь вот смотрите, вот такие всякие тут домики рыбацкие, которые стоят на воде. Вот так, смотрите, как тут интересно. Сейчас вот к ребятам сюда зайдем. Смотрите, тут по вот этим такие лабиринты интересные из этого. Так, это Влад, это Евгений. Приветствую. Всем привет. Доброе утро. Да, доброе утро. Вот это наш катер. Жень, Влад сказал, что ты какой-то мастер спорта, да? Угу. Прям какое у тебя было достижение? Слушай, достижений много, но мастер спорта выиграл на Кубке России в 23 году. Ничего себе, Первое круто. личное место. Вот это Именно круто. спиннинг лодок. Вот это круто. Так, давай, куда мы сейчас пойдем? Ребят, немножко расскажу про то место, где мы ловим. Само собой, это город Воронеж, Воронежское водохранилище. Начинаем мы нашу рыбалку непосредственно с ловли щуки. В данный момент это верховье водохранилища. Чем оно знаменательно? Знаменательно тем, что данное место просто кишит обилием щуки на самом деле. У нас вообще водохранилище разделено по рыбе на две части. Это верхняя часть водохранилища, это щука, и нижняя часть водохранилища, это судак. Они как-то прям поделили ровно в центре, ровно посередине. Видно, как-то там смогли договорить. Можно. Это уже невозможно большая. Подожди, вот эта приманка, это здесь? Это приманка, да, это не рыба. Нет, я-то сначала, ты знаешь, я-то как бы не особо тут все-таки профессионал. Я так на море такие вот приманки видел, такие здоровые. Слушай, ну тенденция ловли на крупные приманки уже давно пошла, на самом деле. Мы судим по этому прибору, вот по этим клеткам, то есть между клетками расстояние это метр. Вот, и когда рыба подвисшая, мы как бы можем определить ее размер, когда он развернут.
пойдем сейчас, где самый большой, ты говоришь, котлован, да? Ну, в данный момент пока подходим. У нас есть место, где, да, котлован искусственно вырытый 21 метр. Нет, это... Так, вот мы видим рыбу постоянно, но что-то она не хочет брать приманку. Прям охотимся конкретно, прям кидаем к носу. Отслеживаем щуку. Дважды приманка на нее попала. Она не реагирует. Вот вроде что-то там. Вот вроде там что-то двигается, нет? Нет, это помеха. Да-да-да, я вижу, что здесь... Раскопали. Я, кстати, сейчас покажу. Хотите посмотреть здесь вот на фотографии? На этом корабль Петра Первого. А, прям затонувший? Да. Ну, он лежит, его же не подняли здесь. Он прям здесь лежит, сейчас его покажу. Так, ну а мы переехали просто на судака, потому что со щукой что-то сегодня сложновато. Бьем ее белесной, а она даже не хочет на нее реагировать. Корабля. Ага. Вот он корабль. Затонувший, да. Это корабль, да. Со времен Петра Первого. Да, кто не знает, Воронеж — это колыбель российского флота. Сбрасывай душку. Сбрасывай душку. Нормально, чуть-чуть просто относится. Нормально, сейчас подойдем. Видно, как блесна идет прям к рыбе. Давай, крути. Да, чуть-чуть. Друзья, ну вот и закончилась наша рыбалка. Блин, классно покатались. Конечно, мы ничего не поймали. Но проблема была в том, что рыба просто не брала. Сколько падала блесна, мы просто видели по вот этому устройству специальному. Она прям падала около нее, рыба просто не реагировала. Скорее всего, что-то с погодой. Какие-то, наверное, электромагнитные бури. Хорошие блинчики. Вот у нас с утра здесь, смотрите, я Тимуру готовлю блины. Уже, кстати, на протяжении нескольких дней. Яйцо с помидором он не хочет. И с рисом. Такие яйца эти. Вот такие блины. Делаю. Уже рука набита. Так что такое блинопек. Теперь я. Так, вот держи тебе еще один. С чем ты их ешь? Со сгущенкой? Вот так вот складываешь. Сам складывай, тогда давай так. Вот так вот. Ну вот так. Клади. Складывай конвертиком. Давай. Да не так. У меня здесь гость приезжал и сказал, что какой же Воронеж все-таки зеленый город. И действительно, вот по нему едешь, такие вот большие парковые места. Сейчас мы находимся в районе Березовой рощи, здесь лесотехническая академия. Здесь вообще такая огромная парковая зона. Очень-очень красивая. Ребята, давайте просто жить, реально. Это же так красиво, это же в наших силах. Мы можем быть просто счастливыми людьми. Это все зависит только от нас. От нашего выбора. Только те люди, которых ты хочешь видеть рядом. Только то, что ты хочешь. Да, друзья, мы сегодня приехали вот в Воронежский зоопарк. Посмотрим. Его мы тут уже были с Тимуром давно, он Тимур уже ничего не помнит, да? Пойдем в кассы. Какие, откуда они? Это твои, что ли, вывалились? Взрослый стоит 300 рублей, а детский бесплатно, до 7 лет.
Что тут у нас? Здесь вот смотрите, какие матрешки здесь продаются. Да, вот видишь, вот. Матрешки, ложки. Мы с тобой еще потом вернемся. Может быть, матрешку купим в мире, чтобы она с ней играла. Пойдем. Пойдем смотреть на этот большой зоопарк. А, ну у них такой хоть тут более-менее просторный вольер. Смотри, какие львицы. Ого, огромный! Да, очень, очень полные. Видать, их тут кормят хорошо. Это львицы отдыхают. Да, это он спит. У нас с Тимуром такая история сейчас произошла. Я смотрю, что там эти трусы выпали из шорт. Я когда дома мы собирались, я говорю, ты одел? Одел. Трусы и шорты? Одел, да. На самом деле у него шорты были одеты, а трусы остались внутри, короче, выпали. Тигр, давай. Так, где? Тигр. А вон он. Да, отдыхает, спит. Ну, жарко сейчас. Амурский тигр в этом вольере. Ну, у них, кстати, такие нормальные условия, так бы сказал бы. Ну, более-менее, скажем так. У них какое-то есть пространство побегать. Бурый медведь. Ну, на камеру его будет, наверное, с камеры будет, наверное, не видно. Вот, иди сюда, сынок. Смотри, вон он. Вон он сидит, Мишка. Вон там сидит медведь. Смотрите, какой тут фонтан красивый есть с ракетой. Очень оригинальный. Советский, конечно, но прям оригинальный. Так, что тут? А, здесь курицы. Потом всякие еще фазаны, павлины. Папа, ты тут что? Какой-то тут буфет есть. Но мы здесь были давно, пару лет назад, поэтому тут уже все так немножко изменилось. На самом деле все прям так хорошо, интересно. Пойдем посмотрим на ранчо. Вон там написано ранчо, пойдем посмотрим лошадок туда. Смотри, какой большой верблюд. Верблюд и лошадки здесь. Вот. Смотри, Да, там был дракон, там тоже были пони, да. Видишь, какие пони. Это маленькие лошадки. да, понял. А это лама гуанако. Лама гуанако, да. Вот смотри, какой, видишь, какая. Это лошадка? Папа, посмотри, это что-то рыбка. Это какая-то я такого даже не видел. Протоптер какой-то. Протоптер какой-то, да. Вот эта рыба, смотри. Вот это гурами, который может... Вот, кто это, смотри. Крокодил! Смотри, как он близко здесь лежит. Прям, ух ты. Да, черепах, видишь, тут много. Да. Черепаша. Да, это зал птиц. Это лебеди. Ты смотри, какой лебедь. Лебеди, разные попугаи. Смотри, какие попугаи красивые. А тут у нас, слушай, какие-то обезьянки, да? Да, вон обезьяны здесь, опоссумы. Насуха какая-то. Да, обезьянки здесь. Мартышки, вон они. Да, кстати, тут все так очень хорошо переоборудовали. Даже вот, кстати, и туалетов очень много причем. Смотри, а тут такой зал. Зимний сад, это, по-моему, так он называется. И здесь такие деревья, всякие деревья и растения. Прям я по запаху сразу подумал, что я в Юго-Восточной Азии прям нахожусь. Прям такой запах хороший. Азиатский сразу. Тут вот кактусы всякие разные. Вот такой тут у них тоже еще и зал. Даже вот гранат растет. А, держи, сейчас будешь кормить. Я не хочу кормить. Давай покормим, может, это. Пойдем, покормим этих. Здесь вот можно покормить. Вон, козликов, смотри. Пошли, сынок. Я все... Пойдем, вот Москву свинку покормишь. Иди сюда. Да, будут они, будешь им давать? Но они, мне кажется, не хотят. Не хотят кушать. Будешь им давать? Я
Подожди. Вот, смотри. Ну, сейчас от козликов покормить. Сейчас буду. Мишки морской свинки. Тимура интересуют только морские свинки. Козы тебе не интересны, да? Там? А это кто там? Мишки. Мама, смотри, да, мишки. Ты хочешь вот на осле покататься вот на таком? Не знаю. Нет? Нет. Нет. Вот видишь, лошадка, это аккуратнее, смотри. Карета здесь такая, можно на карете прокатиться. В общем, друзья, на заметку. Интересный зоопарк, можно пойти с детьми, погулять, посмотреть. И прям он очень сильно преобразился после, последнего раза, когда я здесь был 2 года назад. Прям хорошее место, и животные вроде как хорошо себя чувствуют. Так что рекомендую сходить. Хороший зоопарк. Ну, не так много, конечно, там, как в крупных зоопарках животных, но для Воронежа вполне классно. Мы переместились в парк Динамо. Это центральный парк. Это мой друг. Твой друг, да. Здесь, смотрите, какая классная детская площадка. А мы просто сейчас приехали здесь пиццу в сыроварне взять. И поедем домой. Ломи. Так, не сюда, вот так. Да вот так вот идите за сливочек. Давай я понесу, а то оно у тебя сейчас упадет. Давай. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Брат тебе вкусную пиццу привез, да? Нравится тебе? А, Мира? Да, пицца действительно хороша. А тебе нравится? Так вот мы проводим субботний вечер. Что там? Малина у нас тут, малина появилась. Ты-то ешь малину, сынок? Я люблю малину. Я сегодня экспериментирую. Я вот сегодня купил на рынке утку. И вот так вот ее пытаюсь здесь поджарить. Сначала жарил без камня, но она как начала гореть, сутки просто нереально течет. Течет жир. Я вот немножко, она чуть-чуть приподгорела. Я думаю, будет все равно вкусно. Потом пришлось поставить вот этот камень, чтобы он жар отбивал. Не хотелось на газовом гриле это готовить, а вот решил приготовить на таком гриле, чтобы был все-таки запах дыма. Очень вкусный. Полуточки я сделал домашний. Вот такая утка получилась. Смотрите, вот этот слой жирка. Ну, домашняя утка, она просто бесподобна. Сейчас вот мы будем ужинать здесь. Вот под такой скромный такой салатик. Вот такую домашнюю утку. А мы с Тимуром сегодня вышли в лес. И знаете как, вот идешь по лесу, прям такая красота, красота. Ой, папа, смотри, ты мотоцикл едет там. Это дорога. Да, здесь ехал какой-то мотоцикл. Ну вот посмотрите, в общем-то такой он смешанный лес тут у нас рядом. Свежайший воздух, Папа, один комар. сосны, березы. Вот, рука. Мы решили здесь погулять, прям недалеко от дома. Очень красиво. Можно даже было пособирать грибов попробовать, но здесь не грибное место. Я знаю, тут есть грибные места. Белка. Белку я здесь видел, кстати. Вот, смотри, Вот в чем плюсы такие здесь, да? Вот можно выйти спокойно, погулять, подышать свежим воздухом. это белка кидал. Да, ты не прекращаешь разговор, да, сынок? Да. Молодец. Все. Белка. Белка. Мне надо белка. А здесь вот такое красивое озеро таежное. Прям такое интересное. Но тут один минус, то что тут много очень комаров. Комары прям... О, лягушки, вон, видишь, попрыгали. Осторожно, и так осторожно, сынок. Комаров просто очень много, и комары просто огромного размера. Пойдем отсюда. Быстрей.
Просто громаднейшие комары, громаднейшие комары. В общем, друзья, лес летом просто прекрасен. Папа, Птички слышал? поют, слышишь? Да, я слышал волк. Да нет, тут не волк, тут собаки. Это собака лает, не волк, сынок. А слышь, птички поют? Просто красота. Ой, Супер вообще. а мы там Мы тут по такой дороге идем. состоялись. Так вот идти, тут какой-то поселочек. И прям в поселочке такая детская площадка интересная такая. Такая раритетная. Ну тут, сынок, комары, мне кажется, надо уходить. Вон, меня уже начинают грызть. Вон, смотрите, какие они огромные. Просто комары, меня съедят, я же в шортах. Пойдем. А почему? Хочешь, пойдем вот этой тропинкой, как раз к озеру пройдемся. А тут вот вообще такая дорожка маленькая, прям идешь. Такой, ну не чаще, но все равно тут красиво. Но только комаров дофига. Огромного размера. Животные, комары. Потому что тут вот это озеро. Мы вот с другой стороны, кстати, обошли. Вон то озеро красивое. Прям озеро классное. Едем тут по Воронежу в центре. Что ты говоришь? Скажи. Yeah, so beautiful, красиво здесь. Здесь красиво, да. Да, красивый город вообще. Город просто красивый, зеленый, чистый. Любо-дорого посмотреть, как говорится. Прям глаз радует. Конечно же, красота в глазах смотрящего. Кстати, в Граде есть такая вьетнамская кухня. И здесь вот есть такие роллы, прям как в Азии. Они в Камбодже такие же роллы есть, такие прям с рисовой мукой, вкусные и жареные. Вот, и еще и фобо здесь Эпи взяла детям. Так что, если будете в Граде, вот эта кухня прям очень неплохо. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Что такое? Ногти красишь? Что себе? Ногти красишь, да? Фломастером. Давай сегодня. Досевайся, досевайся.